Привет, вы на канале Need for Travel. И в этом видео мы перенесемся на самый крупный остров Вьетнама – Фу Кок. Расскажем о месте, которое вошло в книгу рекордов Гиннесса, затем о месте, где убили тысячи людей, и расскажем, в чем отличие празднования вьетнамского Нового года, в отличие от столичного Ханоя. Фу Кок. Об этом острове мы не знали практически ничего до приезда во Вьетнам. И уже находясь в Ханое, мы много раз слышали: Фу Кок, он такой красивый, туда стоит поехать. И мы решили мотнуть сюда во время вьетнамского Нового года. 5 лет назад правительство Вьетнама решило отменить визы для посещения Фу Кока с целью туризма сроком до 30 дней. И сейчас даже рассматривает определение этого района в автономную территорию. Это делает посещение Фу Кока еще доступнее. Но лично нас эта новость не очень порадовала, потому что мы летели из Ханоя, столицы Вьетнама. Фу Кок — это Вьетнам или Камбоджа? Если посмотреть на карту, то можно заметить, что до Камбоджийских островов всего-то около километра. А до ближайшего города в материковой части Вьетнама, города Хатьен, около 40 километров. Из-за этого на протяжении истории было очень много споров по поводу острова. В одно время его даже хотели передать французам, и он переходил от Камбоджи к Вьетнаму. Всего пару десятилетий тому назад красные кхмеры захватили остров, и только после какое-то время он снова стал вьетнамским. Не подумайте, что во Вьетнаме везде нет зимы. На севере Вьетнама, в том числе и в Ханое, где мы сейчас живем, зима есть. И 2 месяца зимы были очень холодные. Когда садишься на байк плюс 13, то просто все задубевает. И кажется, что это где-то 0 по европейским меркам. В домах нет отопления, хорошо, хоть есть горячая вода. Но ты приезжаешь на Фу Кок, и тут нет зимы, потому что Фу Кок находится в Сиамском заливе, поэтому здесь так же тепло, как и на юге Таиланда. Да и трафик совсем шокировал, в приятном смысле слова. Едешь по дороге и прям никого. А вот так мне приходилось ездить на работу по Ханою в час пик. Бррр. Давайте перенесемся в столицу острова Фу Кок, город Цзяндонг. И по сути это единственный туристический город на Фу Коке, где можно найти хорошие отели, ночную жизнь и уйму русскоговорящих туристов. Если вы не говорите по-английски или вообще не владеете иностранным языком, это не беда. Приезжайте на главную улицу, и практически в каждом кафе вам предложат меню с переводом на русский. Но вот с ценами различий практически не было. Даже на туристической набережной Цзяндонга цены на фрукты не отличались от ханойских цен для местных. Мы решили сегодня встретить закат в кафе, но не сразу мы нашли кафе. В большинстве из них цены были завышены раз в 5-10, чем они вообще в принципе есть на Фу Коке, на острове. Поэтому мы решили просто поехать к маяку, встретить закат. И тут увидели местную кафешку и решили остановиться здесь. Мы заказали такую рыбу, и она стоит около $3. Вкусно, пожарили прямо при нас, и мы можем смотреть закат и есть. В этом городе нам приглянулся маяк, куда отправились мы еще в первый вечер. Но больше всего нас удивил не сам маяк, а вот это вот чудо природы. Значит так, надо заснять вот эту какаху. Бери его в руки. Бери его в руки. Оль, возьми его в руки и покажи зрителям. Какашка. Мы тут гуляли по набережной, нас местные позвали, сказали: идите посмотрите, что вы тут нашли. В общем, какую-то какаху нашли, посадили мне на руку. Это животное собирает мусор, оно из-за этого полиэтиленовых пакетов, а сейчас оно притворяется, как будто оно не настоящее, как будто оно не... Это краб-декоратор. Он совершенно безобидный. Чтобы слиться с ландшафтом, в котором он обитает, он цепляет часть этого ландшафта на себя. В данном случае вы видите, что на нем есть кусочки пакетиков. Это значит, что это все лежит на дне.
Если вам нравятся храмы, на Фукоке их очень много. В основном все буддийские храмы, но храм, который за моей спиной, он относится к особенной религии, которая зародилась в Вьетнаме. Это каодайский храм. Эта религия, основатель решил объединить все остальные мировые религии, чтобы якобы было меньше раздоров на религиозной почве. Недалеко от Зандонга можно посетить 3 необычных фабрики. Фабрику черного перца, рыбного соуса и жемчуга. Гурманам наверняка будет интересно посетить фабрики черного перца и рыбного соуса. Да-да, того самого вонючего соуса, который вьетнамцы пытаются добавить во все блюда. Но мы не гурманы, поэтому заезжать туда не стали. Да и поселились мы не в Зандонге. Если хотите комфортного или шикарного отдыха, приезжайте в отели на западном побережье в районе города Зандон. А если же вам просто нравится экзотика, то лучше остановиться в рыбацкой деревне Хам Ninh. Это тихое место для тех, кто хочет насладиться местным колоритом и вьетнамской культурой, но не более того. Покупаться тут, конечно, вряд ли удастся на пляже, но ощутить азиатскую экзотику вполне возможно. И сейчас мы отправляемся в рыбные рестораны, которые находятся прямо на воде. От пирса отходит масса рыбных ресторанов прямо на воде. И если вас не укачивает на волнах, то почему бы не отведать морепродуктов в одном из них? Так как моряки свозят сюда морепродукты прямо после улова, то здесь можно попробовать самых уникальных жителей подводного мира. И готовят их прямо у вас на глазах. Нам эти ресторанчики показались намного аутентичнее, тем более они дешевле, чем фешенебельные рестораны Зандонга. На напитки цена стартует от $0,50. Суп можно поесть за $1,5. Тарелка с рисом обойдется и с морепродуктами обойдется от около $2-3. Самая низкая цена. Вообще можно, конечно, покушать и за $8. Все зависит от того, насколько экзотические блюда вы хотите попробовать. Да, достаточно интересное ощущение. Все шатается, все вокруг скрипит. Неужели... Ну, вообще некоторые люди живут на таких прям плавучих местах. Кстати, именно здесь, в деревне Хам Ninh, мы и встретили Новый год. Сегодня канун Нового года по лунному календарю, и мы случайно попали на празднование Нового года в нашей рыбацкой деревне, где мы живем сейчас. Ходят ряженые по подобию коляда, что-то собирают во всех магазинах подряд. Как видите, в атрибутах вьетнамских новогодних костюмов нет красного носа от холода. Ну или сами знаете, от чего он бывает. Более того, Тет, вьетнамский Новый год, хоть и празднуют в январе-феврале, связан с приходом весны. Кстати, он по дате и традиции совпадает с китайским Новым годом. Но вьетнамцы же хотят показать свою индивидуальность, поэтому даже назвали его по-другому. Если дома в Ханое обычно ставят деревья, самые популярные это цветение персика, абрикоса и вот такие вот еще деревья камкуат, такой фрукт, то на Фукоке более популярны именно цветы. С Новым годом! Тет считается семейным праздником, а поэтому многие кафе сегодня просто пустуют. Сегодня первый день по лунному календарю, и мы никак не можем заправиться. Можно хоть тут заправиться у местных. Продают бензин вдоль дороги. В день Нового года на острове много чего не работает, в том числе и заправки, что оказалось для нас очень существенным. И так как во Вьетнаме очень много байков, у них также распространены и домашние заправки, чем мы и воспользовались. Они наливают бензин просто из пластиковых бутылок. Прибыльный день у тех, кто продает бензин дома. Ну вот. Тут на Фукоке небольшая проблемка. Хотя что на Фукоке? Наверное, во Вьетнаме такая проблемка существует, что вьетнамцы ложатся рано спать, поэтому все закрывается рано. Даже на Фукоке заправки в 9 часов уже закрыты. А мы чуть-чуть не доглядели за бензином. И он у нас закончился за 700 метров до нашего отеля.
Кстати, байк – это обязательная вещь на Фукоке. Альтернатива байку – только местное такси. А на общественном транспорте вы сможете перемещаться только между населенными пунктами. И ходит он нечасто, потому что во Вьетнаме байк – это must-have. Кажется, у них это в крови. На байке мы объехали весь остров вдоль и поперек. А теперь мы расскажем вам, что нам понравилось, сколько оно стоит и где оно находится. Буддийская пагода Хокуок, безусловно, самая крупная и примечательная достопримечательность на острове Хокуок. И хотя Хокуок пагода не очень-то по пути, если ехать куда-либо, потому что она находится в тупике, но ее обязательно нужно посетить, если будете на Фукоке. В самом этом храмовом комплексе очень приятно, и огромная статуя Будды действительно впечатляет. Она впечатлила даже нас. А мы-то уже насмотрелись на эти храмы под завязку. Особенно популярен храм во время праздника Тет, то есть сейчас. Именно поэтому здесь очень много автобусов с вьетнамскими и китайскими туристами, которые приезжают сюда непосредственно помолиться. Пагода находится не в цивилизации, она окружена густым лесом, поэтому в утренние часы можно встретить макак и птиц-носорогов. И вообще лучше сюда приходить утром на рассвете. Я на самом деле не очень-то люблю мороженое, но приходится его есть. Мы ехали вдоль дороги больше, чем полчаса и не могли найти ни одну кафешку, где явно было бы видно, что здесь есть еда. В одной кафешке прям было видно, что прям меню, все там по-настоящему, как будто заходите. Захожу, куча столов, и они как будто вообще не поняли, почему я туда пришла. Когда я начала спрашивать за еду, они такие, не-не-не-не-не, нету еды. Потом я зашла в другую кафешку, там была еда, все нормально, но цены были раз в 5 дороже, чем обычные цены, в общем-то, на всем Фукоке. И сейчас мы доехали к храму, и здесь тоже стоят столы, и из еды продают только вот, ну, типа мивинка такая, вермишель заваривать, заливать водой. Ну, в общем, я решила, что пока я поем мороженое, а потом видно будет. Если двигаться дальше от пагоды на юг, то вы попадаете на пляж Сао. Говорят, что это райское местечко с очень чистой водой и классным пляжем. К сожалению, мы там не были, но мы были на другом пляже на острове Ананас, который мы вам покажем. Но по пути на этот пляж мы заехали еще в одно место. Оно уже не такое приятное, возможно, даже стоит вам перекрутить видео, потому что речь пойдет о кокосовой тюрьме. Это самая большая тюрьма, которая использовалась Южным Вьетнамом во время знаменитой войны во Вьетнаме. Мы находимся в так называемой кокосовой тюрьме, которая была одним из самых жестоких мест на юге Вьетнама. Ее построили американцы в 67-68 годах и держали здесь политзаключенных из Северного Вьетнама. И в ней побывало около 40 тысяч заключенных, многие из которых умерли именно там. После окончания Вьетнамской войны и объединения Северного и Южного Вьетнама это место уже не было тюрьмой, и уже после этого оно стало музеем, но сейчас каждый может прийти сюда и посмотреть на пытки, которые действительно были признаны очень жестокими в этом месте. Одной из самых жестоких пыток была так называемая клетка тигра, где заключенных заколачивали в такие вот подобные клетки, окруженные
колючей проволокой, и они здесь сидели под солнцем, в любую погоду они здесь сидели. Им приносили всего лишь немного риса, немножко воды, иногда некоторым давали соль. Они не могли выходить, они ходили в туалет прямо под себя. И так они сидели несколько дней, и через несколько дней они были уже худющими. А это клетка Каца, где заключенных несколько человек заколачивали вот такую вот металлическую конструкцию, где было им очень холодно ночью и очень жарко днем. И при этом им тоже почти не выдавали еды. Многие заключенные умирали именно здесь. Сбежала из тюрьмы. Как и в некоторых других тюрьмах, в этой тюрьме был туннель свободы, и в 1969 году даже 21 заключенный смог отсюда сбежать. Ладно, хватит уже пыток, едем дальше на юг. Проезжаем город Антой и попадаем на канатную дорогу Sunward. Эта канатная дорога является самой длинной беспересадочной дорогой в мире и занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Она была построена 4 февраля 2018 года. Но самое удивительное – это виды с этой канатной дороги. Это целая экскурсия. Канатная дорога идет над островами, над пляжами, над рыбаками и их лодками. Это просто завораживающее зрелище. Мы достаточно быстро приехали, 20 минут пролетели. Я думала, мы еще подольше прогуляемся, но было красиво. Как только мы доехали до острова Ананас, а это конечная точка этой канатной дороги, нас сразу же забрал трансфер к пляжу. На самом деле, год спустя там уже построили целый парк развлечений. Но в тот момент, когда мы были, его еще только строили. Поэтому мы вам расскажем именно о пляже и о том, чем там можно заняться. Конечно же, как вы догадались, любителям уединенного отдыха этот пляж совершенно не подойдет. Да, на пляже было людно, но в то же время было чем заняться. К примеру, для любителей еды там открыт буфет. Всего лишь за 250 тысяч донгов можно отведать множество разных блюд. Мы же начали с надувной полосы препятствий. Затем повалялись в гамаках и перешли на каяки. Ты релаксируешь? Сейчас мы отправимся на каяках по Сиамскому заливу. Ну, это, конечно, громко сказано. Отправимся. Отправимся до буйков. В общем, вот все, что мы уплыли. Уже буйки. На 50 метров. It's free! После каяков немного поныряли с маской. К сожалению, смотреть там вообще не на что. Как тебе? Ну, такое. С Таиландом не сравнить, конечно. Буквально несколько видов рыбок. И вода немножко мутная из-за песка. Ну как немножко? Нормально мутная. Но, тем не менее, все это оказалось абсолютно бесплатным. То есть мы заплатили только за канатную дорогу. Организаторы так продумали расписание, что пляж закрывается как раз к закату. Как раз тогда и идут последние вагончики канатной дороги. Вот мы возвращаемся на одной из последних канаток. Мы провели на острове Хантой ровно 5 часов. И, кстати, оказалось, что сегодня ровно год с того момента, как построили эту канатку. То есть мы еще попали на годовщину. А еще тут выдали нам такие буклетики, в которых оказалось, что какое-то шоу предполагается с украинскими танцорами. И здесь их даже вот показали. Но когда я спросила у персонала, а где же шоу, они сказали «no». Мы очень рекомендуем выделять на канатную дорогу и остров Ананас весь день. Вы не пожалеете. Западное побережье больше приспособлено для туристов, о чем говорит этот длиннющий пляж Лонг-Бич. Его длина более 10 километров. Это, можно сказать, мекка бюджетного туризма, потому что здесь можно стать даже с палаткой.
вас никто не потревожит. А теперь перенесемся на северо-запад острова Фукок. Здесь находится отель и развлекательный центр Виндперл. Сегодня мы отправляемся в комплекс развлечений Виндперл. Из нашей рыбацкой деревни, где находится наш хостел, мы ехали сюда чуть больше 50 минут. Сегодня мы думаем посетить парк развлечений, аквапарк, аквариум. Это все, по идее, входит в стоимость билета, который стоит 500 тысяч человека. В сафари мы не пойдем, оно за отдельную плату. И, скорее всего, оно достаточно интересное, но 4 месяца назад мы были в сингапурском зоопарке и в парке птиц в Куала-Лумпуре, и, скорее всего, после этого нас тут вряд ли что-то впечатлит. Парк аттракционов работает с 9 утра до 9 вечера, и здесь, кроме парка, можно еще посетить всякие дополнительные развлечения, такие как шоу русалочек, кормление рыб и кормление акул отдельно. Где-то около минуты я провела с закрытыми глазами, потом открывала, но было уже не так страшно. И тем более, что может быть страшнее поездки во Вьетнаме на байке после этого, особенно когда байк ведешь не ты, а Юра. Это не так страшно, как ездить на байке. Ты преувеличишь. Это паровозик. Это детская. Свободное падение. Вот это уже, блин. Это все, я надеюсь. Необычное ощущение, когда в свободном падении находишься. Хоккей. Ой, баскетбол. Пошли баскетбол побросаем. Экстремальнее, чем мы думали. Да? Да, то, что не с головой. Не с головой пришлось лететь. Сейчас мы пробуем очень опасный аттракцион. Называется релакс-река. Развлечение называется волны. Тут просто много людей с кругами пытаются что-то там делать под волны. К сожалению, глубина очень маленькая. Буквально 1,5 метра. Итого мы провели в аквапарке примерно 2,5 часа. Попробовали все аттракционы, некоторые по 2 раза. Не попробовали только самый стрёмный горку. Стрёмная штука. Это будка звонит. Оль, позвонишь? На секундочку, зайди, пожалуйста.
Позвонить надо. Через полчаса в 6 вечера закрывается аквапарк, а у нас еще будет 3 часа, чтобы посмотреть на шоу фонтанов, поесть и попробовать, может быть, другие аттракционы. В общем, это классное место, чтобы прийти сюда с детьми или просто прийти отдохнуть, провести день. Но на некоторые аттракционы не пускают людей ниже, чем 1,40 м, и если ваш вес не в интервале, чем от 50 до 90. Потом мы отправились смотреть шоу с дельфинами, с иностранными дрессировщиками. И когда уже начинало темнеть, мы отправились в аквариум. И учитывая, что этот аквариум всего лишь часть парка развлечений, он действительно огромный. И рыбы здесь тоже огромные. В общем, в парке мы провели 9 часов, и этого было вот впритык достаточно, чтобы перепробовать все аттракционы. На ужин мы потратили около получаса, то есть практически ничего, остальное все время мы ходили. Я считаю, что это стоит $25 с человека. Если вы еще доплатите $20, можно посетить еще и сафари, но учтите, что времени очень будет впритык. И лучше сюда приезжать все-таки в 9 утра, чтобы у вас было 12 часов, а не 9, как у нас. И, в общем-то, классная вещь в том, что здесь мало людей. То есть не надо стоять в очередях, даже несмотря на то, что мы приехали во время вьетнамских праздников, было достаточно пусто, иногда мы даже сами катались на некоторых аттракционах. Приезжайте сюда, пока это не стало мейнстримом. На самом севере острова Фукок находится Starfish Beach. Это действительно то место, о котором мы сожалеем, что не посетили, потому что на этом пляже водятся морские звезды. Их не только можно сфотографировать, но даже взять в руки. Их там действительно очень много. Эти кадры, которые вы сейчас видите, нам любезно предоставили наши друзья Алина и Денис. Ссылочку на их инстаграм мы оставим в описании к видео. Случайно по дороге мы наткнулись на крокодиловую ферму, решили сюда заехать. Оказалось, здесь никакой охраны, никого нету, просто подошли к вольеру, а тут крокодилы. Но они нас тоже боятся, они маленькие такие еще сидят. Что значит тоже? Я не боюсь. Еще одно место, которое мы хотели посетить, это хребет 99 вершин с высшей точкой горой Чуа. И мы думали, что нас ожидает целый трек по джунглям Вьетнама. Но, к сожалению, мы не смогли на него попасть, потому что там был шлагбаум с охранником и нас просто не пустили. После этого на картах Гугла мы увидели достаточно интересное место. К нему мы и отправились. К этому острову ведет простенький мост, по которому мы прошли, и там увидели табличку «Осторожно, мины». Это маленький остров, и на нем есть мины. Почему этот остров до сих пор не исследовали? В общем, по этому острову мы погуляли только по протоптанным тропам.
В общем, не самое приятное место. И хотя Фукок самый крупный остров во Вьетнаме, он не один. Вокруг Фукока еще 21 маленький островок, куда можно отправиться, чтобы понырять с маской, заказав тур на корабле или просто посмотреть с Фукока на эти острова. До Камбоджи гораздо ближе, чем до Вьетнама, и 2 года назад мы были на горе Бакор, которая находится за моей спиной, и отмечали камбоджийский Новый год там с видом на Фукок. Чистотой это место, конечно же, не отличается, как и большинство пляжей, заброшенных пляжей на Фукоке. К сожалению, в принципе, во Вьетнаме очень плохая ситуация с загрязнением. Вот так выглядят пляжи, если их не убирать. И вот мы забрались на один из диких пляжей по пути в храм. Вот. О, за фото меня мусорит. Ну, наверняка это море вымывает мусор, но в море-то оно как-то попадает. Ну ладно, не будем о грустном, отправимся в центр острова. Недалеко от аэропорта находятся водопады. Хотя в самый сухой месяц на Вьетнаме не очень хорошая идея ехать к водопадам, мы все-таки поехали. Билеты по 10 тысяч донгов, и сразу же надо платить за байк 2000. В феврале во Вьетнаме сухой сезон, поэтому даже где предполагается быть вода, здесь ее нету. Сейчас посмотрим, что там с водопадом. Это сом, а ну поплюхай ногой. На водопад мы еще не попали, но ботанический сад в самом разгаре. В сезон дождей здесь течет вода, а сейчас люди могут на этом сухом месте собраться просто на пикничок. Решил спробовать водопад. Там жарко просто. В водопаде нужно искупаться обязательно, потому что это очень освежает. Да, это единственное, что можно тут делать. Любите водопады? Сбейте из саночки возить. Любите водопады? На Фукоке есть водопад Суойчан, вход куда стоит всего лишь $50, и здесь можно провести около часа. О, Господи, вот это мост. Водопад просто потрясный. Вот он. Мы пришли сюда в сухой сезон, поэтому увидели не водопад, а пороги, по которым можно карабкаться. Все. Вход сюда бесплатный. Не хватало еще платить за такое. Кстати, если что, сезон дождей на Фукоке с мая по октябрь. Вот все основные достопримечательности, которые мы посетили, сейчас вы видите на карте. По-моему, причин поехать на Фукок более чем достаточно. А выберете ли вы этот курорт среди множества других вариантов, пишите в комментариях. Кстати, от нашего гестхауса до аэропорта было всего 8 километров. И ради этого я взял даже с собой собственный транспорт. Размеры этого скейтборда подходят для габаритов ручной клади, чем я и воспользовался. Но мне пришлось его догонять. И так как на скейте Юра не мог уехать с Фукока, то мы встретились в аэропорту и уже вместе поехали в столицу Южного Вьетнама, город Сайгон или Хошимин. Так что в следующем видео мы продолжим свое путешествие по Южному Вьетнаму и посетим крупнейшую пустыню в Юго-Восточной Азии.
Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить наши новые видео. До встречи на канале Need for Travel.